Открытое письмо Камилы Валиевой. Я начала кататься, когда мне было 3,5 года. Сначала мама позвонила в секцию художественной гимнастики, но для этого спорта я оказалась слишком маленькой. На фигурное катание записаться было проще, хватило обещания стараться на тренировках и не грызть лед. На гимнастику через год меня все-таки отдали, а вдобавок к ней записали в балетную школу. Правда, от всех секций постепенно пришлось отказаться ради фигурного катания, но растяжка у меня именно с тех времен. Лед я выбрала по двум причинам: мне очень нравились вращения, и моя тренер Ксения Семеновна Иванова, которая учила нас новым элементам. Первая тренировка на катке стала настоящим испытанием. Я постоянно падала, вставала, снова падала, а к вечеру у меня поднялась температура. Даже со своих дебютных соревнований я помню только то, что очень сильно замерзла, пока ждала награждения. Зато в память врезалась поездка в Москву с моей первой настоящей программой подваленки. За победу мне вручили огромный кубок, в половину моего роста, и кажется, тогда я поняла, что мне нравится соревноваться. Однажды Этери Георгиевна призналась, что любит фигуристов, которые близки к отчаянию. Не могу сказать, что 3 года назад я совсем разочаровалась в спорте, но мне хотелось бросить себе вызов. И просмотр в «Хрустальном» был тем самым вызовом. Стою я чего-то, или мне пора попробовать себя в другом направлении? Оказалось, что стою, и я была рада, что Этери Георгиевна поверила в меня и взяла к себе. В тот момент я не думала о том, что попадаю по возрасту на игры, и вообще не думала о них. Мечтать об Олимпиаде – это одно, а целенаправленно идти к ней – совсем другая история. Формально испытательного срока в «Хрустальном» у меня не было, но первые месяцы сами по себе оказались сложными, я не сразу привыкла к новому темпу работы. На тренировках иногда случались травмы. Первую, перелом мизинца на руке, я получила даже не на льду, а в зале во время общей физической подготовки. Ходить на тренировки я все равно продолжала, но упражнения приходилось делать в гипсе. Возможно, это помогло мне в 13 лет, когда я сломала ногу перед финалом юниорского гран-при. Каждый день я просыпалась с одним желанием: как можно скорее вылечиться и восстановиться. Как оказалось, после травмы сложно не столько физически, сколько морально, нужно было постоянно преодолевать боль и страх перед элементами. Я не снялась с соревнований, но прыжковый набор пришлось упростить и отказаться от ультра-си. Я рисковала проиграть Алисе Лью, заявившей в произвольной по 2 четверных лутса и тройных акселя, но другого выхода не было. На этом турнире я взяла золото, но понимала, что побеждать каждый раз без четверных прыжков невозможно. Слишком многое зависит не от тебя, а от того, в какой форме и с какими элементами приехали соперницы. В нашей группе соблазна катать упрощенный контент не возникает ни у кого и никогда. Первый четверной я учила долго, а прыгнула в свой день рождения, 26 апреля 2019 года. Не знаю, можно ли сохранить многооборотные прыжки после совершеннолетия. Скажу, когда мне самой исполнится 18. Не считаю, сколько четверных делаю за одну тренировку, бывает по-разному. Верхней и нижней границы нет, тренеры командуют, когда переходить к следующему элементу. Нужно много всего успеть помимо прыжков. Отработать вращения, дорожки и сами программы. День фигуриста очень длинный: разминка, 2 льда, хореография, отдых, занятия в джаз-классе, иногда массаж. Но фигурное катание – это, конечно, не только прыжки. Постановочный процесс – это большая творческая работа и вдохновение. Нужно раскрыть образ с помощью хореографии, собственного артистизма, костюма, макияжа, прически и при этом чисто откатать техническую часть. Мне нравилась моя детская программа под Сен-Санса, ее поставил тренер Игорь Александрович Лютиков. Он включил музыку и попросил меня кататься и импровизировать, самые удачные находки стали частью хореографии. Я думаю, каждой программе, в свое время, я могу представить себя и под русскую народную композицию, и в балетной классике, и под что-то современное. Мне нравится пробовать разные образы, но выбор музыки и программы за тренерами. Я взрослею, меняюсь, и они лучше знают, что подойдет мне в данный момент.
Иногда удачную программу нужно откатать 2 сезона. Это не так трудно, как может показаться. Музыкантам, танцорам, актерам тоже приходится подолгу играть одни и те же партии или роли. Это часть профессии, расставаться со старыми постановками даже сложнее, и если это возможно, я стараюсь катать их на показательных. Под «Болеро» я буду выступать 2 сезон подряд, но весь прошлый год оно по чуть-чуть обновлялось. Совершенствовали костюм, переставляли прыжки. В межсезонье тоже кое-что изменили. Постоянные доработки не отвлекают, отношусь к этому как к творческому процессу. У меня есть кумиры в фигурном катании, пожалуй, не один, но мне хочется оставаться собой. Конечно, я люблю смотреть программы других спортсменов, особенно если они выступали под ту же музыку, что и я. Когда тренеры решили, что я буду катать «Болеро», я нашла видео с выступлениями Каролины Коснер, Елизаветы Туктамышевой, Джейн Торвилл и Кристофера Дина, Татьяны Навки и Романа Костомарова, Евгении Тарасовой и Владимира Морозова. Еще я посмотрела балетные постановки с участием лучших танцовщиц мира, Майи Плесецкой, Дианы Вишневой, Сильвии Гилем. Фигуристки часто говорят, что им хочется быть похожими на Каролину. Мне она тоже очень нравится, но мы с тренерами старались придумать нашу собственную постановку. Я знаю, что в фигурном катании иногда обсуждают введение артистической и технической программ. Если такое появится, я бы хотела соревноваться в обоих видах. Я чувствую свои силы и в том, и в другом. Фигурное катание – это многоуровневое, если можно так выразиться, искусство. Ты и спортсмен, и танцор, и артист, и модель, немного музыкант, даже сам себе визажист и стилист. Очень многогранный вид спорта, некий спортивный театр. Я люблю соревноваться, самая ценная медаль – серебро чемпионата России, первого в моей карьере. Была сумасшедшая и очень красивая борьба. А самый тяжелый прокат в прошлом сезоне – произвольная с 2 четверными тулупами, с ольховым и тройным акселем в финале Кубка России. Надеюсь, в следующий раз такой контент дастся мне чуть-чуть проще. Я хорошо запомнила слова Этери Георгиевны после произвольной на 5-м этапе Кубка: «Ты не оставляешь мне возможности тебя похвалить». Меня тогда это очень вдохновило, мне хочется, чтобы у нее, Даниила Марковича и Сергея Викторовича всегда была такая возможность. Это для меня счастье. Не могу сказать, что из-за спорта мне пришлось повзрослеть раньше обычного. В апреле мне исполнилось 15 лет, и я чувствую себя на 15. Как и все, учусь в школе. Сейчас совмещать уроки с тренировками проще, потому что в любой точке мира даже во время соревнований можно учиться онлайн. Я очень люблю танцевать, а еще обожаю движение и скорость, от электросамоката до карта. Мне нравится чувство, когда ты приезжаешь в новый город, пусть даже на один день, берешь в аренду велосипед и едешь по незнакомым улицам. Когда мы ставили девочку на шаре, полюбила музей, приходила в Пушкинский и подолгу смотрела на картину, чтобы лучше понять образ. Я уверена, что дружба в спорте существует, многие фигуристы в хороших отношениях. Я общаюсь с нашими ребятами, с иностранцами не успела подружиться, потому что международных стартов у меня было всего 4. Между тренировками я веду страничку в Инстаграме. Иногда читаю комментарии, классно видеть слова поддержки и лайки поклонников, спасибо им за это. Мне приятно, что Puma выбрала меня своим амбассадором, и теперь я в одной компании с Алиной Загитовой, Дуа Липой, Карой Делевинь, Антуаном Гризманном, Усейном Болтом и Льюисом Хэмилтоном. Недавно закончился чемпионат Европы по футболу, и сборная Италии победила именно в форме от Puma. Проще ли кататься на Олимпиаде, когда тебе 15 лет? Я этого не знаю, у меня не было такого опыта. Мне вообще не очень нравится то, что в глазах некоторых я уже автоматом отобралась на Олимпийские игры. За попадание на Олимпиаду придется серьезно побороться, впереди много стартов, этапы Гран-при, чемпионат России. Впереди огромная работа, чтобы заслужить место в сборной России. Что для тебя такое фигурное катание? Это моя жизнь.